Приветствую вас на нашем канале. Сегодня в рубрике «Разоблачение» мы поговорим о Шахзаде Баязиде, в которого по сериалу влюбились миллионы телезрителей. Каким был в истории Баязид, как на самом деле выглядел, и так уж невиновен он был перед своим отцом. Что отличало Селима от его мятежного брата и почему именно Селима выбрал Сулейман? Мы говорим о том, что Баязид был смелым, отважным и честным. Он более достоин трона, чем Селим. Но так ли это было на самом деле? Узнаем правду в этом видео. Выводы делать только вам. В тот момент, когда был казнен старший сын Сулеймана Мустафа, Баязид находился в Эдирне. По решению Кануни Баязид представлял на этих землях власть султана. Казнь Мустафы привела к смуте в государстве среди народа и янычар. До Сулеймана дошли слухи, что к волне восстаний в отношении убийства Мустафы причастен Баязид, а потому доверие султана к Шахзаде было серьезно подорвано. Но Кануни, как отец, любил своих сыновей, простил Баязида и назначил его управлять Кютахией. И именно это назначение и стало причиной того, что Баязид стал считать себя наследником престола, как уверяют историки. Но на власти в империи претендовал не только он, но и Шахзаде Селим, а потому между братьями развернулась борьба за трон. Как пишет один из известных турецких историков, Баязид считал себя более достойным наследником, так как был сильным, храбрым и ответственным Шахзаде, в то время как, по его мнению, Селим был разгильдяем и пьяницей. Большую роль в борьбе двух братьев сыграл тот самый закон Фатиха и возможное убийство того Шахзаде, который не взойдет на престол, и его сыновей. Заметьте, по-моему, любой здравомыслящий человек при таких обстоятельствах будет защищать себя и своих детей. Как вы считаете? После смерти Хюррем Султан у Баязида не оставалось сторонников, столь же сильных, как его мать. Сулейман, предвидев войну сыновей, перераспределил их силы. Он отправил в Кютахию Селима, а Баязида в Амасию. Здесь важно заметить, что Баязид к такому повороту был не готов и сопротивлялся. Он назвал это решение отца путешествием из рая в ад. Сулейман же уверял своего сына, что его решение является верным и пойдет на пользу как Шахзаде, так и государству. Однако Баязид сказал, что султан лжет. Но вскоре подчинился и прибыл в Амасию в декабре 1558 года. Дальнейшие события описываются историками в таком ключе, что если смотреть на все это со стороны, выглядит так, как будто Баязид сам стал копать себе могилу. Давайте я расскажу хронологию этих событий, а вы сделаете выводы. Прибыв в Амасию, Баязид и не думал заниматься государственными делами. Он начал готовить военный поход против Селима. Однако как-то так случилось, что его военные силы были значительно слабы. После двухдневной битвы на поле боя он проиграл своему брату. Попав в такую ситуацию, Баязид понял, что его ждет гнев отца, и поспешил направить тому письмо с просьбой о помиловании. Однако Сулейман не готов был простить своего сына, счел его виновным в мятеже и приказал схватить и доставить в Стамбул. Баязид, испугавшись последствий суда повелителя, прихватив своих 4 сыновей, решил сбежать на восточные границы, где его настигли сипахи. Эту схватку Шахзаде выиграл, но четко стал понимать, что укрыться на территории Османской империи не получится, после чего бежал в Иран. Находясь в Иране, Баязид вновь обращается к своему отцу с просьбой о помиловании, и Кануни был готов простить своего сына. Однако в дело вмешался Селим, который решил, что лучшим решением будет искоренение брата, и правильно это стереть его с лица земли. Поняв, какая война развернулась у османов в борьбе за трон, Шах Тахмасп решил этим воспользоваться, чтобы заработать не только золото, но и земли, а также имущество. Под предлогом спрятать Баязида и его детей от возмездия отца и брата, он заключил Шахзаде в подземелье, а сам выдвинул Сулейману свои требования о вознаграждении за выдачу мятежника. А далее, как большинство из вас уже, наверное, знают, Шах получил 1200 золотых, крепость Карс и договор с Селимом о том,
что когда тот станет султаном, он не будет воевать с Ираном. Все эти события привели к тому, что Баязид и 4 его сыновей были казнены, а их тела захоронены под стенами Сиваса, после чего был задушен и младший сын, находящийся в то время в Бурсе. По воспоминаниям немецкого путешественника Ганса Дерншвама, который был в Стамбуле и Амасии и видел собственными глазами Шахзаде Баязида, сын Сулеймана был по темпераменту очень похож на своего отца, однако вот внешность, согласно его же описанию, очень далека от сериальной, невысокого роста, бледный, с рыжими волосами и небольшими усами. По характеру склонен к меланхолии, много читает, добрый, умный и порядочный человек, пишет стихи. Друзья, опять рыжий и невысокого роста, так же, как современниками описывается и Селим. Все-таки Хюррем была рыжей и миниатюрной, как ни крути. Вот такой мы увидели историю Шахзаде Баязида через призму знаний об Османской империи некоторых турецких историков, написавших об этом немало книг и научных диссертаций. Расскажите о ваших выводах в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, посещайте вкладку «Сообщество», чтобы еще больше узнавать про Османскую империю. Спасибо, что вы с нами.